Иммиграция в Италию тема популярная. Но вот о том, что значит действительно остаться здесь надолго, говорят редко. Жизнь не на год, не на два, а на десятилетия, как это было у меня. Италия меняет вас, иногда незаметно, иногда резко и почти всегда неожиданно. В этом видео честный разговор о переезде насовсем, как это произошло со мной. Если бы я это все знал заранее, моя жизнь в Италии стала бы намного проще. Адаптация и познание Италии итальянцев происходит поэтапно. Нельзя насмотреться видео в YouTube, начитаться постов, чатов, групп и форумов и сказать: ну все, я знаю Италию. Как в Матрице, когда Нео загрузили кунг-фу и он внезапно стал мастером этого единоборства. Я знаю кунг-фу. Как и в кунг-фу, в моем случае это муай-тай и другие восточные танцы боли, в познании Италии это годы тренировок, больных спаррингов, травмы и моменты настоящей эйфории, когда освобождается митохондрия и ты вдруг что-то по-настоящему понимаешь. Недостаточно просто посмотреть канал «Боевые ботаники» и стать чемпионом. Так и здесь, только личный опыт. Ну да, тайные знания с YouTube, которыми я делюсь с вами, могут здорово сэкономить вам время, силы и нервы. Поэтому я решил разделить видео на этапы для удобства и ясности. У каждого этапа есть свой тайм-код, так что вы можете легко переключиться. Каждый из них как уровень в видеоигре. Он поднимает ваш уровень прокачки, учит справляться с новыми задачами, преодолевать трудности и получать разный опыт. Постепенно вы прокачиваете своего персонажа, себя, до совсем другого уровня жизни в Италии. Почти все через него проходят. Это тот самый медовый месяц, который длится около года. Все кажется волшебным. Архитектура, древность на каждом углу, улыбчивые люди, даже когда они ничего не делают, вино, еда, кофе, солнце, море. Жизнь, как в Инстаграм. В моем случае сразу в Тоскану. Виноградники, замки, холмы. Кажется, вот-вот появится Моника Белуччи в шляпе и поедет мимо на Веспе. Даже хаос, плохая эффективность и бюрократия выглядят романтично. Очередь в муниципалитет? Ну ничего, зато солнце, а впереди бабушка, которая зовет клерка по имени, как в сериале. Вы вдохновлены, чувствуете себя героем итальянской рекламы Dolce & Gabbana, где все улыбаются, никто не работает, а паста всегда аль денте и никто не поправляется. Пока все сказка, даже Wi-Fi не работает как-то по-поэтичному. Все красиво, ново и кажется идеально, но за всем этим шармом остается неуверенность. Да, все красиво, вкусно, солнечно, но языковой барьер по-прежнему глухой, как дверь в коммуну без звонка. Вы не понимаете, что от вас хотят, не знаете, как реагировать, а вас, в свою очередь, не понимают вовсе. Вы в режиме вечного туриста, восторженного, но немного потерянного. Все восхищает, но внутри ощущение, что вы на экскурсии, которая затянулась. Как будто вам дали билет в рай, но забыли приложить инструкцию. На этом этапе вы еще не прожили в Италии достаточно долго и по-прежнему сильно связаны с родиной. Нет ощущения, что вы действительно переехали в другую страну. Все пока немного временно, как будто бы вы в длительной поездке. Многое зависит от того, откуда именно вы переехали и какая у вас финансовая ситуация. Впечатления могут сильно отличаться. Если вы иммигранты из ЕС, Великобритании, США, Израиля, Норвегии и так далее, вы скорее всего начинаете с позиции сравнения. Во многом в плюсе. Аренда дешевле, купить недвижимость проще и выгоднее, и да, и дешевле, и качественнее, да и в целом уровень жизни ощущается по-другому. Хотя, наверное, то же самое можно сказать и о крупных городах России или Украины. Тут все субъективно. Пишите в комментариях свой опыт, будет интересно сравнить. Я помню, как попал в Италию, будто это было вчера. Все казалось сказочным и новым, пахло, звучало иначе, мир был словно в другой тональности. С документами мне, к счастью, никогда не приходилось особо бороться, этот этап прошел удивительно гладко. Но это не значит, что все было легко. Проблем с водительскими правами у меня никогда не было, я их получал непосредственно в Италии первый раз. Никаких проблем с открытием счетов, получением и продлением ВНЖ не было, почти. В 19 лет я уже открыл свою фирму, работал на себя и жил отдельно от родителей в другом регионе. Да, мои родители тоже живут в Италии, как вы, наверное, догадались. Это было очень сложно, безумно сложно, но это уже отдельная история, оставим, наверное, ее за кадром. Просто я с самого начала прошел этот путь сам, без коротких маршрутов. Не потому что моя мама вышла замуж за итальянца и все устроилось автоматически, как это часто бывает. Нет, все было по-честному. Через опыт, ошибки, ушибы,
ошибы и травмы через интеграцию с нуля. Может, именно поэтому у меня и получается рассказывать об Италии, ну, по крайней мере, я стараюсь. Сейчас все иначе. Документы, ВНЖ, прописка, банковский счет, все это настоящая проблема. Получить иммиграционную визу сложно. Остаться в Италии, даже если есть паспорт ЕС, тоже непросто. Для этого, собственно, и существует наша компания. Если будет нужна помощь, обращайтесь. Но цель этого видео не в том, чтобы продать вам какую-то услугу, а в том, чтобы рассказать, как все есть на самом деле без прикрас. Потому что тот самый медовый месяц, этап влюбленности, который кажется вечным, все-таки заканчивается. Как и все в этой жизни, у него есть срок годности. И тут начинается следующий этап, более реальный, более коварный. Следующие 2-3 года я называю проверкой на прочность. Именно в этот момент реальность подкрадывается незаметно. Просто шаг за шагом ты начинаешь понимать, где ты на самом деле оказался. Вы начинаете понимать, что та самая веселая итальянская бюрократия и милые сотрудники в госструктурах, которые раньше казались такими очаровательными и неторопливыми, на деле не такие уж и милые, а просто неэффективные. И это начинает раздражать. Языковой барьер, который поначалу казался забавным или даже романтичным, становится все более ощутимым. Вы начинаете понимать, насколько реально важен итальянский язык. Особенно если вы хотите не просто выживать, а нормально жить здесь, работать, общаться, чувствовать себя частью среды. Ну хотя бы немного. Именно поэтому я выделяю этому периоду 2-3 года. Это тот срок, за который у большинства падает языковой барьер или хотя бы начинает трескаться. Напишите в комментариях, у вас сколько это заняло, когда вы почувствовали, что наконец начали понимать и быть понятыми. Это действительно самый важный период, поэтому я и называю его проверка на прочность. Вы постепенно перестаете быть туристом. Если выдержите, становитесь почти местным, но не сразу, и это не точно. Почему почти? Ну потому что капучино после обеда все равно хочется, желательно в прикуску с борщом. Когда я переезжал, наши продукты были вообще в большой редкости. Сейчас они повсюду. Ломки по гречке или кукурузным палочкам у меня не было даже тогда, но если вы переживаете на этот счет, не переживайте. Все уже можно найти. Хотя и лично я советую сразу переходить на местное. Это вкуснее, полезнее, интереснее и главное делает вас почти своим. Как когда-то один наш неаполитанский гид прямо в Неаполе пытался меня удивить, думал, что я не знаю, что такое паста ди граньяно. Ну что сказать, лайк, если вы тоже предпочитаете ее другим сортам. В этот период вы из зрителя превращаетесь в действующее лицо и участвуете не просто в одном жанре, а сразу в драме, эпосе, детективе, комедии, антиутопии и даже в легком постапокалипсисе. Все это в одном наборе. Это уже не сериал, который вы смотрите со стороны. Это ваша собственная серия, только без возможности перемотать или пропустить несколько серий или сезонов. Сериал, в котором вы оказались, вроде бы и комедийный, но смешно почему-то не вам, потому что вы все еще не понимаете местных шуток, буквально. Языковой барьер мешает даже смеяться в нужных местах. И вот тогда приходит понимание. Этот этап уже не про влюбленность и не про розовые очки. Это про то, как вы на самом деле учитесь жить в новой реальности. Не смотреть на нее со стороны, а быть в ней каждый день со всеми плюсами и минусами. У меня это был очень непростой период. Говорить по-итальянски я начал примерно через год, ну, прилично. Через 2 года уже мог более-менее уверенно изъясняться на хорошем уровне. А вот чтобы действительно хорошо говорить, так чтобы звучать естественно и не думать о грамматике, уходит до 5 лет. Конечно, все зависит от множества факторов. Насколько глубоко вы попадаете в языковую среду, есть ли у вас склонность к изучению языков, насколько вы вообще готовы вписываться в новую культуру. Потому что одно дело выучить язык в классе, а другое начать жить на нем. И да, у большинства из нас был английский в школе, университете, в сериалах, но с итальянским у нас ничего общего, и у него этого языка нет ничего общего с английским. Я бы даже сказал от слова совсем. Хотя, конечно, есть у нас клиенты, кто переехал с нашей помощью и продолжает обращаться к нам спустя 15-20 лет жизни в Италии. А так есть и те, кому мы помогали, кто переехал еще раньше меня. Но не потому, что у них этот период проверки на прочность затянулся, а потому что в ряде сложных вопросов, налоговые проблемы, оформление гражданства, вступление в наследство там, и так далее, мы часто оказываемся компетентнее местных специалистов, которые просто не заточены под работу с русскоязычными иностранцами или украиноязычными. Это тоже наш плюс.
потому что я знаю, с чем на самом деле сталкиваются мигранты. Не только с высоты собственного переезда в 1997 году, но и ежедневно, наблюдая, помогая и вникая в чужие истории, проблемы и решения. Это постоянный живой контакт не в теории, а на практике. Не только потому, что у нас был один из крупнейших русскоязычных порталов об Италии, форум «Италия по-русски», а сейчас активный телеграм-чат, большая группа Facebook, YouTube опять же, а в первую очередь благодаря огромному количеству реальных клиентов по всей Италии. Именно это позволяет мне говорить о переезде, адаптации жизни здесь не только на своем примере, а на основе сотен разных историй. 4-5 год жизни в стране – это этап, когда начинают прорастать корни. Вы уже не просто адаптировались, а начинаете по-настоящему понимать, как работает жизнь в Италии. Появляется осознание, почему итальянцы действуют так, а не иначе, как они реагируют на события, что для них важно, а что вообще не считается проблемой. Вы начинаете понимать суть фразы «Италия sempre in crisi» и одновременно видите, что при всем этом кризе дела идут тут куда стабильнее и лучше, чем во многих других странах. При этом важно понимать, что Италия неоднородна. Опыт жизни в маленьком городке на юге может быть абсолютно неактуален и бессмысленен для тех, кто живет в Милане или Болонье. Это как разные миры, с разным ритмом, менталитетом и уровнем жизни. И да, в Италии говорят не только на итальянском. В некоторых регионах вы можете услышать немецкий, французский, славянский, хорватский, албанский, и все это официальные языки на местном уровне. А еще десятки диалектов, которые лингвистически считаются отдельными языками и которые действительно живы, особенно вне больших городов. Вы начинаете обрастать связями, и не только среди других иммигрантов, но и среди местных. Вас приглашают на праздники, дни рождения, семейные обеды. Бармен уже знает ваше имя, пусть даже из Антона вы стали Антонио, а из Сергея Серджио. Если вас зовут Вячеслав, Лариса или, скажем, Галина, возможно, повезло чуть меньше. Пишите в комментариях, как вас называют итальянцы, если у вас не самое простое для местных ушей имя. Для меня лично это был период, когда я впервые почувствовал себя в своей тарелке, когда ты не просто живешь в Италии, а уже чувствуешь себя частью, но еще не до конца. Переезд из Тосканы, в моем случае в Пьемонт, как я говорю, маленький городок, большой город, стал важным шагом, который дал мощный толчок в моей жизни. Я увидел, насколько сильно отличается провинция Сиены, наверное, это самые красивые атмосферные места вообще в Тоскане и в Италии, как они сильно отличаются от севера. Понял, что это, можно сказать, разные страны, особенно побывав на Сицилии. Выбор провинции Кунео оказался настоящим джекпотом. Со временем я понял, что это, возможно, вообще лучшая провинция страны во всех смыслах: экономика, финансы, работа, возможности, люди, инфраструктура, а главное кухня и вино. Лучшее, что может дать Италия, собрано здесь. Наличие рядом большого города, почти мегаполиса, дает все необходимое без необходимости жить в хаосе в бетонной коробке. А именно это в итоге привело меня к пути сомелье и к углублению в винную культуру Италии. Где-то больше 15 лет назад я начал интересоваться вином и прошел первый неофициальный курс сомелье. И каково же было мое удивление, когда я понял, что знаю о винах больше среднего итальянца. Оказалось, что итальянцы в целом редко разбираются в винах, кроме локальных, основных там сортов. Хотя изначально я начал изучать вино просто для того, чтобы лучше понять местную культуру. Как это произошло? Я зашел в супермаркет и понял, что передо мной сотни бутылок итальянского вина, а я не понимаю, что это и чем они отличаются друг от друга. Решил, так не пойдет. Надо разобраться. С этого начался мой винный путь. 6 по 10 год происходит настоящая интеграция. В этот год вы чувствуете себя уверенно как в плане жизни в Италии, так и с юридической точки зрения. Ваш статус из временного превращается в постоянный. Вы получаете возможность оформить ВНЖ для долгосрочного проживания (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), который можно запросить после 5 лет легального проживания в стране. Это почти как гражданство. Он дает право постоянно жить в Италии. Его не нужно продлевать каждый год-два. Достаточно просто обновлять сам документ раз в 10 лет. Кроме того, он позволяет при определенных условиях работать в других странах ЕС. И да, в 5 лет засчитывается как временный
временная защита, так и студенческие ВНЖ. Не слушайте адвокатов, которые консультируют ChatGPT. На этом этапе вы начинаете переоценивать свое видение мира. Вы полностью влились в итальянский ритм жизни и вдруг осознаете, что итальянцы не живут ради работы, они работают, чтобы жить. Причем делают это осознанно и получают от жизни максимум. И вы не просто понимаете это, а начинаете действительно так жить. Вы понимаете, что построили что-то свое. Может быть, не совсем в том виде, как это представлялось в первый год жизни, но это прочная, осознанная и стабильная основа. В этот период вы четко разграничиваете, на что действительно можете влиять, а что выходит за рамки вашего контроля. И это понимание дает спокойствие, которого не было в первые годы. К этому моменту банки уже охотно дадут вам ипотеку, если у вас есть стабильный доход и первоначальные сбережения, конечно. А вы, в свою очередь, уже хорошо ориентируетесь в районе, чтобы понимать, где действительно стоит покупать жилье, а где это будет просто выброшенные деньги. После 10 лет в Италии ты понимаешь, ты не просто иммигрант, ты местный с другим прошлым. Ты уже не сравниваешь, ты живешь в двух культурах одновременно и не выбираешь, какая из них правильнее. Они обе твои. У тебя сформировался собственный уникальный микс из менталитета, привычек, ценностей. Ты знаешь, в чем итальянцы сильны, а где не тянут, но при этом уже не злишься. Ты понимаешь, это не баг, это фича. Так работает система. Твои друзья — это итальянцы, смешанные семьи и такие же, как ты, проживающие не год, а десятилетия. Вы не обсуждаете ВНЖ и как там перевести деньги и открыть счет на Револьте. Вы обсуждаете налоги, инвестирование, воспитание детей, школы, медицину и качество вина в вашем районе. Ты сам становишься точкой опоры для тех, кто только переехал, потому что ты уже сформировал свое пространство, дом, стабильный доход, возможно, даже гражданство. Иногда ты ловишь себя на мысли, а ты вообще помнишь, как все начиналось? С растерянности в очереди в муниципалитет и мысли о капучино с борщом. Именно тогда ты понимаешь, обратной дороги нет, и она не нужна. Да мы разные. Они не знают, кто такой бармалей, как варить борщ из буряка, и почему без селедки под шубой нет настоящего праздника. Они не ели холодец и не закусывают пиво сушеными кальмарами. Блин, кстати, это вообще та еще гадость, не знаю, как вы это делаете. Но мы тоже не всегда понимаем, почему в Италии нельзя пить капучино после обеда, и что плохого в ананасах на пицце. Но в этом и суть. Именно из таких мелочей, чужих, странных, непонятных, и складывается настоящая интеграция. Когда ты не просто сравниваешь, а учишься принимать и находишь свое между двух миров. Лайк, если видео было полезным и вы узнали что-то новое.